Привет, друзья! Миран на связи. Музыкальная индустрия в наше время живет и процветает не только за счет музыки. Конечно, композиторский скилл, аранжировки делают свое дело, но это далеко не весь инструментарий. Для привлечения внимания к своему творчеству музыканты используют разные приемы. Всевозможные костюмы, маски, имиджевые шоу на выступлениях, странные тексты и даже труднопроизносимые названия. Все ненужное на слом соберем металла. Эксгуматор труп эксгумировал, да не вы переэксгумировал. Сегодня на Metal Music Madness. Название групп, конечно же, более или менее отражает исполняемый материал. Зачастую по ним можно узнать, например, грайндкор или павер, а вот труднопроизносимые конструкции встречаются в основном в среде экспериментальных музыкантов. Первый коллектив усложнил восприятие своего названия, просто убрав пробелы в предложении. В странном предложении «Однажды я поборол медведя» I wrestled a bear once. I wrestled a bear once. Сказал однажды Гэри Бьюзи на своем шоу, а гитаристу Стивену Брэдли эта фраза, за исключением пробелов, показалась отличным названием для группы. В принципе, оно и правда, для этого коллектива оно весьма подходящее. И смотря на название, и читая тексты, и слушая эту бурлящую смесь из дэткора, диска и мат-металла, возникает только одна мысль. Чего, блин? Лично у меня первый раз эта мысль возникла в голове лет 5 назад, когда я увидел клип Tastes Like Kevin Bacon. Вообще вся видеография у них крайне мозговыносящая. Советую хотя бы ради интереса посмотреть их клипы от начала и до конца. И, при чем здесь Кевин Бейкон? Почему, скажем, не Фред Уорд? Лакса. Конечно же, в первую очередь I Wrestled a Bear Once запоминается из-за неистового женского вокала Кристи Кэмерон, которая то и дело переходила от Бьорка-подобного чистого вокала до всевозможных экстремальных техник. Да, переходила, ведь сейчас ее место занимает Кортни Лапланд, чей вокал можно услышать на последнем полноформатнике Late for Nothing, а Криста, скажем так, в декретном отпуске. Ну а следующий экземпляр как раз является примером того, когда по названию можно весьма точно догадаться, что за материал играет группа. А ведь это всего-навсего одно слово. Паракокцидио идиомикозис, проктитис саркомукозис. Ну что ж, вся вот эта вот эротика – это название нескольких болезней, собранные в одно слово. А называться так решила троица музыкантов из Мексики, причем дело было в далеком уже 99-м. Музыка, конечно же, грайнд. Тексты, они там есть. Порнуха всякое, заболевание, в общем, все по канонам жанра.
99 года и по сей день пароксидоидиомукозис, прокитис, саркомукозис хреначат свой грайнд и за 15 лет не изменили своим принципам. Ну то есть музыка у них все эти годы идет от души и даже не под клик, в отличие от того же Butcher ABC, с которым у Паракокти был сплит в 2004 году. Не будем долго задерживаться на грайнде и скорее посмотрим, что же нам уготовили французы. Конечно, куда же без них? Они-то любители поэкспериментировать с музыкой, с названием группы, совсем. Один такой экспериментатор по имени Готье Серре в 2005 году представил миру свое новое детище – хоркор. Готье Серре – весьма плодовитый французский авангардный музыкант, известный также под именем Игорь! Ну или не совсем Игорь, но об этом позже. Однажды Готье со своим другом Лоурентом пытались изобразить речь первобытных людей, и среди прочих неразборчивых звуков наиболее часто встречалось слово «хоркор». Так они и решили назвать свой сайт-проект. Да и лирика этой команды не несет никакого смысла, только экспрессия. И, видимо, все из того же опыта неандертальских бесед. Музыкальная составляющая хоркор – это безумная смесь из чего-то, что мы назовем веяниями экстремального металла, с чем-то вроде электроники на основе брейкбита и гличкора. Сейчас данного проекта уже не существует, распался в прошлом году, но наследие в виде 3 полноформатников с разными вокалистами сохранилось, и оно к вашим услугам. Конечно же, если вы сможете переварить этот бурлящий ресэмплингом микс. Но не спешите расстраиваться. Нечто похожее на хоркор, но еще более безумное, с примесью музыки эпохи барокко, Готье Серре ваяет в своем проекте Игорь! Ну ладно, на самом деле Айгор. Так звали мышку, которая жила у Серре в детстве. В целом это студийный one-man band проект, но иногда там можно встретить приглашенных музыкантов, типа уже известных нам Приапизм или соавтора названия хоркор Лоурента Люнойера. Пожалуйста, перестань очищать эту медузу. Меня это бесит. Но даже на этом парад странных названий не заканчивается. Готье все с тем же товарищем Лоурентом Люнойером творит экспериментальную готику в группе, название которой... Я даже не уверен, что это можно прочесть. Но назовем это Oxoxux. У этой команды на данный момент есть только один альбом — Revert. Его свел Серре, и он же записал к нему акустические гитары. А еще у этой группы клевый логотип, чумовейший вокал Люнойера, и вообще у них там 2-й альбом на подходе. Так что стоит ознакомиться и с этим проектом.
Что мы имеем в итоге? Лишенные пробелов в названии диск Madcore Experimental что-то там I Wrestled a Bear Once, владельцы длиннейшего имени Procalcitoideomycosis, Proctitis Sarcomycosis и прям-таки король всех безумных названий Готье Серре с его проектами Хоркор, Айгор и Оксоксукс. А между делом у нас есть победитель конкурса из прошлого выпуска Артем Махотин. Он угадал клип группы Battle Lore на песню Third Immortal. Диск Battle Lore уже в пути, а если вы тоже хотите получить CD на халяву, угадывайте следующий клип. Свои варианты ответов пишите в комментариях к этому видео на YouTube. А если вы сами занимаетесь музыкой и хотите попасть в Metal Music Madness, как это сделали герои 20 выпуска, пишите нам на почту или в личку ВКонтакте или на Фейсбуке, и мы постараемся донести ваше творчество до слушателей. Ну а пока что, если вам понравился Metal Music Madness, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рассказывайте о нас всем своим друзьям. С вами был Миран. До связи. Тра-та-та-та-та-та-та-тр-а-тр.